Хай-хай! На связи Виви. Мы начинаем зачистку Лиюэ, и первым делом я хочу оценить масштаб работы дальнейшей. Смотрим сейчас на карту. У нас долина Бишуй закрыта на 86%, устье реки Цюнзы на 75%, облачное море на 72%, предместье Лиша закрыто на 85%, разлом тут видно плохо, но, по-моему, 29%. И Яшмовый лес у нас закрыт на 79%, и новая локация Лиюэ пока еще не тронута. Я хочу начать с долины Бишуй, и я буду продвигаться сверху вниз. Ну что, готовы исследовать Лиюэ вместе со мной? Тогда поехали! Так, мы переходим на локацию деревня Цинце. Если вы помните, то у нас уже был окул в этой локации, в самом краю карты. Вот. И у нас здесь имеется боевое испытание. Сейчас я его активирую. И здесь у нас криослаймы. К счастью, у нас есть Беннет, который может... Вот, у нас практически всех сразу слаймов захватил. Отлично. И теперь у нас есть сундук. Забираем лут и переходим дальше. Сейчас мы находимся на побережье локации. И вот прямо спрыгивая с каменного мостика, мы можем добраться до обычного сундучка. Вот мы его забираем. И прямиком отсюда можно пробежать немножечко дальше, прямиком к лагерю Хиличурлов. Вот, и здесь на крыше домика находится маленькая фея, которую можно будет забрать. Вот. Я сейчас ускорю этот процесс, потому что феечки, как вы знаете, очень-очень медленно летают. Вот, поэтому я ускоряю этот весь процесс. И мы провожаем фею к ее домику. И за это получаем богатый сундук. Отлично, идем дальше. Дальше у нас скрытый сундук. Я обнаружила его вообще по чистой случайности, когда я просто здесь пробегала. Сам скрытый сундук находится у этих камушков. Просто нужно нажать кнопку «Копать» и все. Вот такой сундук у нас тоже есть. Идем дальше. Далее у нас летающие помидорки. Кстати, в игре это действительно называется помидорками. Я думала, это я их просто так называю. Оказывается, это правильное название. Вот, соответственно, у нас здесь страдает Тигнари. Ну и мы забираем наш сундучок. Идем дальше. Тут у нас просто сундук в камне. Вы могли бы мне сказать, что я могу просто достать двуручный меч и сломать камни в 2 счета. Но это для слабаков. Я так не делаю. Поэтому я буду мучиться. И обычный сундук у нас тоже в кармане. Далее я вижу еще одно испытание. В этот раз снова будет стрельба. И это было неразумно нажимать сразу на кнопку испытания и только потом выбирать персонажа, но что поделать? Бывает. Главное, чтобы хватило времени. Вот. Но я так думаю, что времени мне как раз таки хватит. Да, времени мне хватило, и, соответственно, богатый сундук у нас в кармане. Идем дальше. Далее у нас тут просто отдыхает Хиличурл, и, если честно, я не хочу его будить. Но он все равно проснулся, к сожалению, и я его вообще трогать не хочу, поэтому я попытаюсь сейчас от него сбежать. И у нас здесь есть сундук прямиком под мостиком. У нас тут замороженный сундук, поэтому мы достаем Беннета и забираем наш сундучок. Далее у нас снова побережье, и здесь нас ждет большая груда камней. Конечно, ее разламывать куда проще двуручным мечом, но я люблю страдать, вы не можете мне запретить. И забираем наш обычный сундук. Далее с небольшой возвышенности точнее с большой возвышенности мы планируем вниз. Здесь нас будет ожидать драгоценный сундук и небольшой лагерь Хиличурлов. Вот, поэтому мы сейчас будем страдать и бороться за наш сундук. И я ускорю этот процесс. Я не хочу, чтобы вы страдали вместе со мной. Вот. Вот наш сундучок
уже готов. Можно его уже забирать. Вот. И, кстати, не отходя от кассы, у нас здесь имеется еще один сундук. Вот он рядышком прям находится. Снова-таки страдаем над тем, чтобы разбить этот камень. Ну, ничего страшного. Зато у нас есть сундучок, и мы его сразу же и забираем. Далее, если вы помните эту чудесную локацию с окулом, который у меня не сразу получилось забрать. Однако здесь очень весело, потому что нас здесь встречает ливень и вот эти 3 прекрасные... Вот как. Хорошо, допустим. И... Что это происходит? Что это был за прыжок Веры? Как он вообще спрыгнул с горы? Я не понимаю. Ну, ладно, мы возвращаемся снова-таки на гору. И слава богу, у нас драгоценный сундук наш доступен уже. Но это было что-то невероятное. Я не думала, что они будут спрыгивать. Далее мы снова перемещаемся на локацию деревни Цинце. Здесь у нас зажжены факелы. Поэтому мы сейчас переключаемся на Эмбер, потому что ею проще всего это сделать. И вот буквально здесь всего 4 факела, и мы их зажигаем. И получаем наш богатый сундук. Прекрасно. Это уже хорошо. Далее, это все снова та же локация. И здесь я вам покажу скрытый сундук, который не показывают компасы. У этой лодочки здесь появляется кнопка «Копать». И у нас есть богатый сундук здесь. Я обнаружила по чистой случайности. Далее у нас все та же локация у деревни Цинце. Вот, но немножечко ближе к воде, к реке. И вот здесь у нас имеется обычный сундук. Нам нужно достать пиро персонажа. Вот эта вот локация. Недалеко от деревни. Вот, сейчас мы достанем пиро персонажа. Я возьму Эмбер. Мы поджигаем траву. Для того, чтобы потом можно было забрать сундучок. И вот мы его и забираем. И сразу же из этой точки можно пробежать немножечко вперед. И там у нас будет ждать еще один сундучок. И его будут охранять несколько хиличурлов. Поэтому мы сейчас быстренько расправляемся с этими покемончиками. И можем забирать сундук. Кстати, он даже не заблокирован, поэтому мы могли бы просто забрать этот сундук и сразу же убежать. Вот, ну, я все-таки решила немножечко помучиться и забрать сундук. Прекрасно. Далее, это у нас снова та же локация. Нам нужно спрыгнуть буквально с точки телепорта чуть-чуть вниз. И здесь нас будет ждать груда камней. Кстати, они тоже очень хорошо разбиваются атакой в падении. Поэтому, если вы шарите это делать, то вот совет, если у вас нет двуручного персонажа. Также вот отсюда мы планируем вниз, в самый низ. И нам нужно по водичке проплыть налево. По сути, это та же локация, где мы уже были, где мы собирали этот сундучок перед этим. И нам нужно пробежать по вот этому вот мостику к дому. Я вам настоятельно рекомендую проверить все домики в деревне Цинце, потому что позади чаще всего находятся вот такие вот обычные сундуки. И вот сундучок у нас. Далее мы находимся на очень высокой точке деревни Цинце. Вот, и тут у нас самый обычный сундук, он даже ничем не охраняется, он просто здесь есть. Поэтому просто забираем и просто входим. Если вам интересно, то локация вот эта. Также недалеко от этих прекрасных 3 миточурлов, с которыми я уже имела неосторожность подраться, вот на вот этой вот локации, у нас здесь находится еще один лагерь хиличурлов и сундук. Поэтому сейчас мы быстренько с ними разберемся. Вот. И можно будет забирать наш богатый сундук.
Отлично. Собираем сундучок. И можно бежать дальше. Здесь снова мы возвращаемся в деревню ЦНЦ. И здесь нужно немножечко спуститься вниз. Буквально совсем чуть-чуть. Вот. Тут у нас будет сундук. Он немножечко припрятан в кустах. Вот. Но, к счастью, его все-таки кое-как, но видно. И здесь у нас гидрослаймы. С ними мы сейчас быстренько расправимся. И сундук будет наш. Отлично. Можем забирать лут и идти дальше. Далее у нас локация склон Уван. У нас тут недалеко находится сундук. Он тоже ничем не охраняется. Локация вот прям вот здесь, где я показываю сейчас. Вот. К счастью, ничего не охраняется, поэтому мы спокойно забираем и уходим. Следующий сундук я вообще чисто случайно заметила. Он так сливается с текстурами, что это просто. Это вот у нас прямо рядом возле телепорта. Нужно просто немножечко подбежать назад. И тут за столами просто ничего не видно. Поэтому у нас сундук есть. Для следующего сундука нам нужно будет с самой высокой точки спуститься немножечко вниз, точнее не немножечко, а в самый низ практически, и там будет большая груда камней. Если честно, пока вот так вот бегаешь, ее очень плохо видно, но с высоты все-таки она более заметна. И вот наш сундук есть. Далее здесь очень интересное место, я вообще чисто случайно на него опять-таки наткнулась. Я изначально думала, что это локация Манштада. Однако вот эта часть, она принадлежит все-таки Лиюэ. Вот, здесь немножечко ниже находится вот такой вот скромный лагерь хиличурлов, который не сразу заметен. Вот эта точка на карте. Вот, то есть там недалеко от данжа. Нам нужно просто спуститься вниз и разобраться со всеми хиличурликами, которые здесь есть. Снова-таки я ускоряю этот весь процесс. Вот. Довольно забавно, конечно, то, что я случайно это все дело заметила. И, как вы видите, здесь доступно целых 3 сундука. Целых 3. Вот, поэтому мы сейчас с гордостью забираем 2 богатых сундука и 1 драгоценный. Что это очень хороший улов, скажем так. И более того, это место очень неприметное, поэтому обратите внимание. Далее нам нужно будет пробежать немножечко с этой точки вперед и спрыгнуть вниз. Здесь у нас снова есть большая груда камней. Если вы не поняли, то мы все с той же точки, на которой мы были. Мы спрыгиваем вниз. Вот. И здесь у нас большая груда камней. Снова-таки атака в падении прекрасно уничтожает эти камни. Поэтому мы очень ловко это все дело находим. Далее, я думаю, есть смысл проверить соленые земли. Мне кажется, что тут очень-очень много сундуков, которые были пропущены, поэтому мы сейчас их как раз-таки и проверим. Я думаю, что мы вот на данный момент находимся вот здесь на карте, и я думаю, что мы можем пробежать немного вбок. Я вот там вижу уже сундук. Здесь у нас хиличурлы его охраняют, поэтому мы сейчас быстренько постараемся разобраться с этим очень злым хиличурлом. Вот. И наш сундук уже доступен. Кстати, драгоценный сундук, что очень приятно. Так что забираем наш сундук. И теперь можно пройти дальше. Вот он находился вот здесь на карте, если что. Вот. Теперь, я думаю, мы можем побежать немножечко в сторону. Ладно, мы сейчас так попробуем по прямой, а потом в сторону. Вот. И там, по-моему, тоже должны быть какие-то сундуки. Поэтому мы сейчас проверим с вами. Да,
Здесь у нас 2 сундука, и вот тут надо быть очень аккуратными, потому что сундуки, конечно, не охраняются, но рядом находятся очень опасные пиробочки, которые могут убить в случае неаккуратных действий, поэтому надо быть очень аккуратными. Так, первый сундук есть, и теперь второй. А где он? Что-то, кажется, я немножечко потерялась. Там точно было 2 сундука. А вот он. Вот второй сундук, он прям в воде был. Вот, поэтому мы его и забираем. Дальше исследуем эту территорию. Нам нужно будет вернуться все-таки немножечко назад. И здесь у нас еще один сундучок. Вот он прям здесь. Достаем Беннета, все быстренько поджигаем траву, забираем Беннетом наш сундук и идем дальше. Далее нам нужно будет пробежать еще немного вперед, и нас там будет ждать довольно большая локация. Там будет драгоценный сундук, прям в куче соли. И здесь у нас глаз бури, который нужно победить. Я вырезала этот момент, потому что я тыкала его очень долго. Далее нам нужно будет немножечко по воде добираться в другую сторону. Вот, и здесь у нас будет еще один сундук, но он с загадкой. Поэтому нам нужно будет достать персонажа, который может поставить какую-то конструкцию. Это вот здесь находится на отдельном острове. Но в моем случае, как вы уже поняли, у меня геопутешественница будет. Поэтому мы заменяем сахарозу на люмин. Вот, и нам нужно будет поставить на одной плите ее конструкцию, а на вторую плиту мы становимся сами. И наш сундук разблокирован, поэтому мы можем его смело забирать. Идем дальше. Теперь нам нужно будет немножечко доплыть на противоположную сторону. Довольно-таки долго плыть. К сожалению, у меня не получилось аякой зажать спринт, поэтому придется идти вплавь. Вот, нам нужно на вот ту дальнюю точечку добраться. Вот, здесь у нас есть испытание. Здесь у нас испытание на стрельбу, поэтому мы заведомо будем доставать тигнари и вперед. Нам обязательно нужно выйти на вот эту вот стену, обязательно, потому что эти бочки расположены в очень неудобном месте, и их очень тяжело будет бить, поэтому обязательно на эту стену залезать, так проще всего достать. Забираем богатый сундук и продолжаем исследовать локацию. Вот испытание было вот здесь на карте. Далее у нас на вот этой точке, на вот этом острове, возле Тростниковых островов, у нас есть вот такая вот мельница. У нас появляются круги, с помощью которых мы можем добраться до противоположной стороны. Вообще, тут, по идее, должно было быть еще что-то, но, по всей видимости, тут уже все забрали. Однако, все равно здесь есть сундук, я заметила. Вот он находится вот в этом пеньке. Поэтому мы можем его спокойненько забирать. Дальше у нас тут тоже имеется лагерь Хиличурлов. Он находится вот на этой точке. Вот. Здесь тоже надо быть очень аккуратными, потому что здесь снова эти пиробочки. Поэтому, чтобы вы просто не подорвались. Ну, я уже подорвалась, поэтому... Да. Но сундук у нас готов, поэтому можем забирать. Далее я еще нашла один сундук, он скрыт ветряным барьером. Находится он вот здесь, недалеко от края карты, по сути. И я все-таки советую залезть на ближайшее дерево, чтобы было больше шансов запрыгнуть внутрь этого кольца. Вот. И теперь можем забирать сундучок. Далее нам нужно будет немножечко спуститься вниз с высокой точки. И здесь у нас сундук, он просто... Изначально казалось, что он ничем не припрятан, оказывается, здесь все-таки слаймы есть. Вот, поэтому мы сейчас уничтожаем анема-слаймы и можем забирать сундучок.
Отличненько. Далее нам нужно будет еще немножечко вернуться назад, потому что я тоже заметила вот еще один сундучок. Но тут у нас теперь ждут геослаймы. Поэтому быстренько уничтожаем и забираем сундук. Это вот буквально вот это место на карте. Далее нам нужно будет снова разрушить большую груду камней. Вот. У нас тут снова обычный сундук. Вот. И это примерно вот это место на карте. То есть там все очень близко расположено друг возле друга. Здесь надо быть тоже очень аккуратными. Тут у нас есть очень много криослаймов и криоцветков, которые замораживают. Здесь сундук ничем не охраняется, однако вот наглядный пример. Меня тут все замораживает, вплоть до воды. Поэтому будьте с этим тоже очень-очень аккуратны. Вот я просто не хочу с ними драться. Довольно бесполезное занятие. Но здесь у нас есть еще один сундучок. Вот это вот место на карте. Это пещерка прям вот на карте рядом. И сейчас мы Беннетом растопим сундук и забираем еще один. Следующий сундук у нас находится недалеко от статуи Архонта. В этой беседке у вас будет стоять бочка с пирослаймом внутри, и ее нужно будет просто взорвать. Далее нам нужно будет продвинуться к вот этому вот домику. И на самой крыше, как вы видите, есть феечка, которую нужно будет сопроводить. Я тоже ускоряю это дело. Вот. И сейчас мы сопровождаем нашу феечку к домику. К счастью, не сильно далеко нужно бежать. Это был сарказм, если что. Бежать приходится таки далековато. Вот. И мы провели феечку и получили сундучок. Забираем и идем дальше. Сейчас мы возвращаемся снова к нашему побережью. Здесь у нас группа хиличурлов. Мы с ними сейчас быстренько расправляемся. И сундук у нас находится прямо на берегу. По сути, у самой дороги. Вот. Это место находится вот здесь. И теперь у нас есть еще один сундучок. Далее нам нужно будет от заброшенных руин бежать в сторону берега. И там нас будет ждать обычный сундук, который никем не защищается. И мы можем его спокойно забирать. Вот здесь это находится на карте. Дальше. Как я уже говорила ранее, нужно перепроверить все домики в деревне Цинце, потому что позади вы можете найти не один сундук. Вот, к примеру, как здесь. Далее нам нужно попасть на локацию «Постоялый двор Ваншу». И здесь у нас недалеко от лестницы просто так лежит обычный сундук. Вот это место на карте. Поэтому забираем и исследуем дальше. Далее я нахожусь напротив аптеки Байджу. Вот, и поворачиваю налево. Здесь нам нужно спрыгнуть немного вниз. И в самом низу каменной колонны у нас расположен богатый сундук. Я заметила вообще по чистой случайности. Идем дальше. Далее нам нужно недалеко от постоялого двора Ваншу. У нас тут есть небольшой островок, на котором есть маленькие помидорки. Поэтому мы сейчас переключаемся на лучника и бьем эти помидорки. Первый есть, второй и... он мимо меня прошел. Нормально. Так, и у нас есть богатый сундук. Идем дальше. Далее у нас от каменного моста нам нужно немножечко спуститься вниз. И тут у нас вот прям это место, Тростниковые острова. И у нас здесь большая груда камней. Снова просто бьем камень и получаем наш обычный сундук.
Далее я не помню, каким образом этот сундук тут оказался, но это локация вглубь за каменными вратами, если что. Здесь тоже у нас высокая гора за каменными вратами. Здесь просто обычный сундук. На карте это находится вот здесь. По сути, напротив винокурни «Рассвет». Здесь я вообще по чистой случайности наткнулась на этот сундук, он скрытый. Здесь просто выскакивает кнопка «Копать» и больше ничего. Вот. Если вы хотите найти его, то на карте это вот это место. Прекрасно. Идем дальше. Здесь нам нужно будет победить вот этого вот чудесного дендрослайма. И за него нам дают сундук. Это очень неочевидный сундук. Вот. Но он есть. Находится этот сундучок вот здесь. Нам нужно будет сейчас вернуться в руины заброшенного храма. И здесь у нас есть два неочевидных сундука. Вот первый. Вы можете увидеть здесь. На карте это вот тут находится. Вот. И второй сундук. Для второго сундука нам нужно будет вернуться немножечко назад. Вот к этим ступенькам. И к вот этой груди камней. И вот здесь еще одна кнопочка «Копать». И собираем еще один богатый сундук. Вот. На карте это вот здесь. Ну, то есть, по сути, и так понятно, как туда добежать. Далее. Далее нам нужно будет немножечко спуститься вниз к вот этому вот берегу. Вот. Здесь у нас еще один неочевидный скрытый сундук. Вот тоже у нас появляется кнопка «Копать». Находится это место вот здесь. И забираем наш богатый сундук. Здесь нам нужно будет снова спрыгнуть. Это все еще локация деревни Цинце. Нам нужно будет немножечко спрыгнуть вниз. Вот. И тут у нас такая маленькая кучка листьев. Достаем аниме персонажа, раздуваем, и тут у нас появляется кнопка «Копать». Это еще один неочевидный сундук. Это место находится вот здесь на карте. И забираем наш богатый сундук. Далее нам нужно будет добраться до вот этого вот островка. Это возле Тростниковых островов, если я не ошибаюсь. Вот, и нам нужно вот к этой маленькой горе. И у нас снова тут кнопочка «Копать». Да, вот, возле Тростниковых островов это находится, на отдельном острове. И мы забираем наш богатый сундук. Далее, если вы уже исследовали квест, то у нас тут позади есть еще один сундук, обычный. Он ничем не охраняется. Находится это вот здесь, внутри горы. Вход через пещеру по заданию. Вот. И мы можем забрать наш обычный сундук. Далее нам нужно будет немножечко спуститься вниз, прям к самому берегу, и у нас просто лежит никем не тронутый обычный сундук. Вот вообще никем не тронутый. Это набережная, по сути, то есть прям в песке. Далее мы снова перемещаемся в деревню Цинце. Снова мы спускаемся немножечко вниз, и тут у нас недалеко от телепорта, кстати, испытание на время. Ой, нет, на стрельбу. Вот тут я, честно сказать, вот это здесь находится, я здесь помучилась, наверное, раз 5, пока у меня не получилось это все нормально. Рекомендую брать Эмбер. До этого я обычно брала Тигнари, но из-за него же, из-за его пассивки, я умирала очень быстро. Поэтому мы убираем сперва вот эти ближние 2 бочки. 3 бочки точнее. Вот, далее нам нужно подняться вверх.
и подняться еще чуть выше, вверх. И нам нужно аккуратно, очень аккуратно приземлиться на высшую платформу, где вот у нас есть бочка. Приземляться нужно аккуратно, потому что очень легко умереть здесь. Вот. Теперь мы достаем нижнюю бочку. И тут уже нам все равно, в принципе, не имеет значения. Поскольку мне повезло, что я упала сразу в воду, и я смягчила удар. Иначе могла бы сейчас тоже откинуться немножечко. Вот. И теперь можно забирать сундук. Я скажу честно, я над ним страдала, наверное, раз 5. Пока я просто не поменяла, не убрала Тигнари и не поставила Эмбер. И тут у нас драгоценный сундук за наши мучения. Далее мы находимся на склоне Уван. Вот. И тут в заброшенных, среди заброшенных домов, точнее их остатков, у нас просто стоит одинокий обычный сундук. Это вот здесь на карте находится. Забираем и идем исследовать дальше. Далее у нас тут случайный пропущенный сундук, он буквально находится на самом мостике. Тоже никем не тронутый, абсолютно никем. Вот. Это у нас локация каменных врат. Вот прямо на самом мостике. Далее нам нужно, это тоже недалеко от каменных врат, если что, нам нужно спуститься немножечко к этой вот башне и залететь внутрь. Сундук оказывается вот у нас здесь. Тоже абсолютно никем не тронутый. Вот здесь это на карте находится. Забираем и исследуем далее. Из этого же самого места я случайно заметила. Нужно немножечко повернуть назад. И здесь у нас еще один сундук. Достаем Беннета, поджигаем траву и забираем наш сундук. Это место находится здесь. Ну, буквально вот от этой башни просто нужно полететь немного назад. Далее нам нужно добраться до соленых земель. И это локация по заданию легенд Джунли. Вот это место. Так вы туда просто не доберетесь. Там нужно действительно проходить задания. И внутри этой пещеры у нас есть 2 сундука. Вот первый один. И второй сундучок у нас находится в кустах. Его очень тяжело заметить. Вот здесь у нас второй сундучок. Это надо немножечко вглубь пройти. Тоже забираем и идем дальше. Так, тут у нас такой вот мельница, и нужно быстренько успеть забрать сундучок. Я тоже это несколько раз пыталась сделать, но я неуклюжая сама по себе, поэтому что поделать. Это вот у постоялого двора Ваншу. Здесь у нас загадка с плитами, поэтому тоже недалеко от постоялого двора. Вот точная локация здесь. Нужно достать геопутешественницу и поставить сюда ее конструкцию на одну плиту, и на вторую мы становимся сами. И мы получаем богатый сундук. Забираем, и мы прекрасны. Следующая плита у нас находится на Тростниковых островах. Вот здесь. Здесь у нас будет еще поджидать криослайм, поэтому сперва нужно с ним разобраться. И ставим нашу конструкцию и забираем наш сундук. Ну, как обычно, у меня с первого раза это не получается. Я обязательно должна мучиться, поэтому, как говорится, ну, по-другому тут не получается. Поэтому спускаемся сейчас. Я точно должна уже забрать. Я надеюсь, да.
К счастью, в этот раз сундук я забрала. Итак, долина Бишуй закрыта на 100%. Давайте проверим карту. Да, все верно. И помните, 100% на карте не значит, что здесь больше нет сундуков или загадок. Но, честно говоря, сами эти желтые циферки реально греют душу. По крайней мере, мою точно. Дальше я берусь за устье реки Цюньцзы. Если хотите посмотреть, как это будет, то обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Спасибо, что вы были со мной. До встречи в следующих видео. Пока-пока.